Всем добро пожаловать на мой канал и на распаковку телефона Xiaomi Redmi Note 4. Посылка шла 14 дней. Продавец оценил, как вы видите, $39, 407 грамм. Что, давайте смотреть и распаковывать. Заказываю уже второй телефон в этого самого продавца. Все посылки приходили нормально. Должна быть глобальная версия, потому что я попросил продавца, чтобы выслал мне глобальную версию. 3 гигабайта и 32 постоянной памяти должно быть. Стоил телефон $150. Так, убираем ненужный пакет. Смотрим, что в посылке. Переходник. Зачем нам переходник, если у нас глобальная версия с европейской вилкой? Так, убираем пакет в сторону. Продавец также положил чехол, переходники под сим-карты и пленку на экран. Вот сама упаковка, как мы видим. Здесь указано 3.32, Redmi Note 4, глобальная версия. Это такая самая версия, как и Redmi Note 4X, китайская версия. Процессоры у них такие же самые, Snapdragon 625, 5,5 дюймов, 13 мегапикселей, передняя и 5 фронтальные камеры. Конечно же, есть отпечаток пальцев, 4000 мАч батарея. Здесь также указано еще раз 3.32. Сделано, конечно же, в Китае. Сделан в апреле, то есть свежий. По-моему, продавец даже ее не вскрывал, как мы видим. То есть заводская упаковка. Давайте ее вскроем. Так, вот сам телефон, как мы видим, в черном цвете, как и заказывали. Пленка такая белая. Интересно. Первый раз такое вижу на Xiaomi. Отложим пока телефон в сторону. Инструкции все, гарантии на английском. Ну да, потому что глобальная версия. Тоже какая-то инструкция. Инструкция к сим-картам. Скрепка для извлечения сим-лотка. Зарядка под наш стандарт. Зарядное устройство на 2 ампера. То есть телефон не поддерживает быструю зарядку. Но батарея на 4000 мАч. И так как процессор энергоэффективный, то телефон должен держать зарядку день спокойно. День это в очень-очень активном использовании. 2 дня это в умеренно активном использовании должен держать зарядку. И кабель USB, micro-USB. Micro-USB и USB. Да, правильно. Ну и все, в коробке все. Давайте смотреть телефон. Давайте снимем пленки. Как видно, Xiaomi уже начал делать 2.5D стекло. И должно быть на камере видно, что стекло с округлениями. Думаю, видно.
разговорный динамик, фронтальная камера, все датчики, приближение освещения, 3 сенсорные клавиши, домой, меню, назад, должны быть с подсветкой. На левой грани у нас сим-лоток, на правой качелька регулировки громкости, кнопка включения. Снизу у нас здесь должен быть только микрофон, а здесь динамик и микро-USB. Сверху у нас 3,5 мм джек для наушников, инфракрасный порт и микрофон для шумоподавления. На задней части, как мы видим, камера, двойная светодиодная вспышка, сканер отпечатка пальцев. Давайте берем эту пленку. Что-то нормально сидит так. Опа. Конечно, эти белые полосы, такие обрамления, не очень хорошо смотрятся на черном свете, но все же. Телефон полностью металлический, но вот это должны быть пластмассовые вставки. Сверху вставка и снизу вставка. Ну что, давайте включим телефон, посмотрим. Должна быть также глобальная прошивка уже, так как телефон тоже глобальный. Версия глобальная. По сравнению с Mi 5, так как я пользуюсь Mi 5, то немножко для меня великоват. Наверное, потому что я к Mi 5 уже привык. Какое-то уведомление сразу. MIUI 8, как всегда. Ищем русский язык. Есть. Ваш регион. Есть. Да, конечно, по сравнению с Mi 5 обычное стекло, здесь 2,5D, так как-то поприятнее даже. Сразу видно, что подсветка клавиш есть. Давайте, может, сразу проверим сим-лотком. Там должен быть гибридный сим-лоток. Да, гибридный сим-лоток. Можете здесь поставить либо одну наносимку, одну микросимку, либо одну микросимку и карту памяти. Как-то туго так заходит. Ладно, давайте посмотрим по телефону, какая прошивка. Как и должно быть, глобальная. Процессор здесь 8-ядерный, как говорил уже, Snapdragon 625. 3 гигабайта оперативной памяти, 32 постоянной. Такой приятный виброотклик небольшой. Так, свободно памяти 1,8 из 3, побольше, чем на Mi 5. И в глобальной прошивке нету китайских приложений. Google сервисы уже установлены. Давайте посмотрим камеру, наверное. Так, давайте сделаем снимок. Давайте коробочку сфоткаем. Оп. Есть. Решить, принять. Ну, так более ничего, так. Текст нормально вроде фоткает. Фронтальная камера. Привет. Фронтальная тоже вроде неплохо. Конечно, шумов очень много, но если не сильно приближать, то в принципе нормально.
Давайте проверим яркость. Минимальная яркость. Ну, я бы сказал, не такая. Она низкая, как на Mi 5, но все же, в принципе, пойдет. Я думаю, ночью глаза резать не будет. Максимальная яркость, конечно, хорошая. Не знаю, лучше, чем в Mi 5 или нет. Также можем посмотреть углы обзора. Под таким углом немножко выцветает, но под такими углами никто, конечно, не смотрит на телефон. В принципе, углы обзора здесь отличные. Как и должно быть в современных телефонах. Уменьшим немного. Давайте послушаем звук. Как телефон звучит. Тон. Максимальная громкость. Как по мне, телефон громче, чем Mi 5, но качество звука может быть такое же. Может быть немножко похуже. Давайте зарегистрируем отпечаток пальца и протестируем. Добавить отпечаток пальца. Пускай будет PIN 4.0. Добавить отпечаток пальца. Ну давайте этот добавим. Как видим, добавляет палец. Готово. Окей. Давайте заблокируем, проверим. Так шустро. Может быть даже так шустро, как и на моем Mi 5. Вот так, конечно, не сработает, потому что неправильно палец поставил. Так. А, нет, сработал. Не загорелся даже. Сработал. Сработал. Скачал я Antutu. Давайте запустим тест и посмотрим, сколько баллов телефон наберет. Так, телефон набрал 61 700 баллов. Не так хорошо, как предшественник. Xiaomi Redmi Note 3 Pro. 80 около набирал. Но игрушки на высоких настройках должен тянуть, но слабо. На средних настройках должен практически все игрушки тянуть. Давайте посмотрим, как телефон справляется в Epic Citadel. Как мы видим, телефон на высоких настройках набрал 59,9 баллов. На ультравысоких настройках телефон набрал 47,3 балла. За свои деньги телефон отличный, как для бюджетного класса $150 можно только Лиека найти. Но, как знаете, в Лиека проблема с прошивками. Там производитель не очень хорошо поддерживает телефоны. Ссылки на телефон я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если что-нибудь упустил, то пишите комментарии, отвечу на комментарии. До скорого! Зарядное устройство на 2000 ампер. Как видно, 2 ампера или 2000 миллиампер. Да. Там производитель не очень хорошо поддерживает телефоны в качестве случая ПО. Зарядное устройство у него на 2 ампера, то есть он не поддерживает быструю зарядку.